Ребята, всем привет! Купил себе такой агрегат Opel Tigra А, по-моему, 96-го года. Двигатель 1.6, название X16XEL. И в данном видео хочу вам показать, рассказать разборка, возможно, и сборка двигателя. Вот это вот. Сам это буду делать, короче, в третий раз. Опыта у меня нету, так что там не этот самый. Не надо ничего там лишнего писать. Сам толком не профессионал, короче, я. Так что начнем. Наверное, с самого начала, что мы делаем. Донкратим машину. Потом сливаем масло. Естественно, есть там болтик под низом с медной шайбочкой. Потом дальше сливаем антифриз. Антифриз сливать лучше. Тут стоит датчик под бампером. Можно, в принципе, подлезть. Ключ, по-моему, не помню, 32, что-то там такое, короче. 30, да, где-то около 30 ключ там. Сливается он из вот этого вот радиатора. Там стоит два датчика. Откручиваем нижний датчик и сливаем антифриз. Не знаю, можно еще подуть там в трубочки, короче, подкручивать трубочки, подуть в них, чтобы оно уже более-менее все почти слилось. Первый раз разбирал, сливал, короче, абы как, непонятно как. Второй раз догнал. Потом, что мы делаем? Потом мы снимаем воздушный фильтр. Снимаем вот эти вот патрубок. Один, короче. Только один. И снимем, наверное, еще впускной коллектор. Ну что, дальше я покажу, что и как. И вот небольшое дополнение. Немного о трубках, распределении их впускного коллектора. Начнем это все просто. Не буду говорить никакими профессиональными словами, там что, где и как, расскажу своими, потому что сам толком ничего не понимаю. Это просто идет сюда, естественно. Потом идем дальше. Вот эта вот трубка. Вот она выходит из впускного коллектора. И направляется она, если не ошибаюсь, на вот этот вот клапан. По-моему, открывает топливо, если не ошибаюсь, что-то наподобие такого. Потом вот это вот, что сбоку стоит трубочка, стоит вот этот вот датчик здесь. Вот такой вот датчик, снизу его стоит трубка. Направляется она тоже в неизвестном положении. Куда она направляется? Потом дальше идет вот трубка. Тоже куда, на что, она без понятия. И стоит вот это вот. Еще одна сзади. Направляется на вот этот вот датчик. Вот она вот здесь вот стоит. Сюда. Потом еще снял я с вот этого вот клапана тоже две трубочки. Одна из них направляется вот это вот сюда вот. Под дальнейшем она через какой-то клапан переходит и идет вот сюда вот на вот эту вот трубку. Так, это все понятно. Потом немножечко сюда передвинемся. Значит, это, если не ошибаюсь, какой-то датчик зажигания, по-моему, который стоит на шестернях валы клапанов, там какие-то стоят. Так, дальше. Потом я включил вот эти вот еще датчики. Это одна клемка идет на массу. Масса, которая стоит, вон она, ее прекрасно видно. Вот она. И еще вот здесь какой-то датчик стоит, по-моему, пуск охлаждающей жидкости, которая ходит здесь. Потом еще как слить охлаждающую жидкость. Значит, придется снять бампер передний.
Спускаемся сюда. Под радиатором внизу находится датчик. Вон его прекрасно видно. Подсветить. Вот он стоит. Снимаем нижний датчик, нижнюю клемму. Сейчас как-то вот так вот. Ой, вообще прекрасно видно. Вон он стоит. Снимаем, получается, эту клемму. Подставляем под низом какое-то корыто. Что-то такое. И сливаем туда. Потом, наверное, сразу же сниму еще катушку зажигания. Это можно убрать. Еще сниму катушку зажигания. Сниму вот эти вот две трубки, чтобы они мне сразу же не мешали. И продолжим дальше. Продолжим дальше. Значит, снял я бачок. Стоял вот здесь вот. В том месте. Трубка очень страшная, короче, ставить ее будет очень сложно. Не знаю, ребят, может кто-то подскажет, как это проще будет сделать. Так, что еще сделал? Снял вот этот распределитель газа или что это такое? Что-то без понятия. Эта трубка идет сюда вот. Вот это вот тоже подходит к нему. Хрень, что это такое? Ладно, не столь важно. Идем дальше. Сейчас буду откручивать вот эту и вот эту. Это, походу, бензиновые трубки. Потом буду откручивать 3 массы. Одна находится на впускном коллекторе. Вот это вот она. Я уже подкрутил, короче, немного. Это масса номер 1. Масса номер 2 находится на дроссельной заслонке. Вот она. Будем откручивать эту массу. Потом это с бачка. Вот это вот штекер с катушки зажигания. Потом и вот тут вот у нас стоит третья масса. Будем еще ее откручивать. Потом вот это вот мы снимать не будем, потому что там резиночки, короче, раз уже разобрали. Делов наделали там. Такое. Буду снимать вот эту вот трубку. Тоже она мне уже мешает. Я тоже немного все подснимал. Снял же я тот. Сейчас что-то посвечу. Снял этот датчик, он не может быть. Короче, он там провалился чуть дальше. Надо достать его. И потом, наверное, начнем немного подбираться уже к мотору. Будем снимать колесо. Для того, чтобы снять шестерню на коленчатом валу. Она стоит внизу там. Блин. Вот там она, эта шестерня стоит внизу. Чтобы снять ее, надо снять колесо. И снять вот эту вот прекрасную защиту. Защита, короче, вот этот вот кусок. Это под правым колесом передним она находится, откручивается 2 болта, они вместе находятся, вот они. И плюс еще там под колесом с этой стороны там еще, по-моему, 2 или 3 болта есть. Ну, пока что это вроде бы все. Хотя и вот эти вот 2 трубки тоже сниму сразу же. И еще хотел сказать, вот это вот тоже буду снимать. Вот эта вот трубка. Будем откручивать вот здесь вот болт, гайку точнее. И потом под этой трубкой, там внизу, видно, должно быть видно, вот там вот находится еще болт под 17, по-моему. Хотя не, где-то около 14, наверное. Там под ним 2 резинки, и будет сниматься вот эта вот трубка. Она идет сюда. И идет там дальше, она вниз где-то пошла.
Ну и пока что все. Продолжим чуть позже дальше. Итак, поснимал я все части. Те, что говорил. Плюс еще снял вот такую вот часть. Это, если не ошибаюсь, клапан выпускного коллектора, продувки его. Снимается оно сначала снизу стоит два болта. Откручиваешь вот эту вот часть, чтобы она не мешала. Потом откручивается вот это уже непосредственно на самой голове. Тоже два болта получается. Один из них сорвал нечаянно. И вот они ржавые уже. Даже неизвестно, сколько она не разбиралась. Так, идем дальше. Снял, здесь же стоит защита. Здесь стоит защита, крепится на двух болтах. С правой и с левой стороны. Не, на трех. И еще здесь крепится и вот эта вот же часть. По-моему, ну вот это стоит вот так вот. Так оно должно стоять как-то. Это все должно быть элементарно, просто и понятно. И продолжим дальше. Снял я боковую защиту, пластиковое колесо. Под колесом крепится она вот здесь вот. Два болта. Сначала лучше, естественно, колесо снять. Потом эту защиту так. Дальше патрубок, естественно. Все эти. Потом продолжим дальше по-быстренькому. Этот самый. Значит, тут есть 3 клеммы. Снимаются они. Первая получается. Без разницы какая первая. Холостой ход. Датчик холостого хода. Можем его сразу снять. Вот клемма, датчик холостого хода. Синенького цвета. Потом это EGR, если не ошибаюсь. Такая вот белая клемма. Тоже синенькая, белая с синим. И третий идет, стоит там же внизу. Вот он, прям по центру экрана зафиксировался. Сейчас я его сниму. Вот он кругленький такой. Сейчас. Вот он, желтенький. Желтенький, да, что-то такое. Вот у нас такой пучок проводов. Тут 3 их как раз. Вообще прекрасно. Так, это. Снимаем это. Не знаю, что это. Вот так. Кстати, ребята, если кто-то, может быть, подскажет, пожалуйста, что это такое. Вот тут вот торчит, вставить его некуда. Мотор вроде все нормально работает. Может, это, я предполагаю, что это вот для вот этих вот клемм. Кто-то просто тут сам уже самодеятельностью накрутил их. Должно было, наверное, ставиться сюда. Это такое предположение. Так, сняли, значит, мы те 3. Продолжим, наверное, откручу я еще трубу с коллектора. Значит, там 4 болта. Сейчас пойдет. Потом, значит, буду снимать вот эту вот боковую защиту. Значит, тут у нас 3 болта идет. Вот 1, 2 и 3. И, наверное, буду снимать еще ремень. Сразу же вот этот вот ремень, как же он, по-моему, дополнительных частей каких-то, что-то наподобие такого, не помню. Ремень, кстати, тут тоже кто-то, может быть, посоветует, как правильно отпустить натяжитель, не знаю, лазя тут вокруг уже до около. Не знаю, как его отпустить. Делаю я так, что плохо, что один, конечно. Натягиваю ремень рукой. Там стоит ключ, по-моему, на 15. Вставляю туда головочку. Вот, наподобие такой головочки, только на 15. Вставляю туда головочку на 15, он остается в натянутом режиме, получается. И
снимаю ремень. Перед этим мы его еще снимали таким образом, что вот тут вот стоит мотор какой-то. И мы тут позже придется потом откручивать. И мы просто откручивали мотор, он попускался. И мы спокойно снимали ремень. Потом ставили ремень, мотор брали не ломом, а монтировкой. Брали мотор монтировкой, немного упирали его там в какую-то твердую часть, натягивали, вставляли болтик, просто закручивали его. И все было в порядке. Так мы ставили его 2 раза. 3-й раз я тут просто лазил сюда немного, смотрел. Натяжитель уже сам мудрил. Так, ну что, кому интересно, что тут да как, посмотреть еще. Камера не фиксируется. Куча раз, только что убрал вот эти вот все провода ненужные, лишние. Снял вот это вот, сейчас он так и будет здесь, короче, болтаться. Открутить и снять ее полностью. Не знаю, может быть и сниму. Снимается она где-то там внизу. Там дальше. Ну, короче, разбираем дальше. Продолжим. И открутил я выпускной коллектор, получается. Потом открутил клапан охлаждающей жидкости. Стоит вот тут с левой стороны, крепится на 2 таких вот болтах. Верхний болт стоит сверху, откручивается нормально трещоткой. Нижний болт не долезешь к нему трещоткой. Открутил с этой стороны сбоку ключом на 10. Вообще пошел отлично. Ремень я снял, говорил, не говорил, вставил вот так вот, получается, сюда. Не знаю, правильно, неправильно, может быть правильнее было снять вот этот вот мотор. Так вот, сейчас будем делать, значит, что снимать мотор, крепится там болт, вот под вот этим болтом еще один он стоит, он снимается, и третий, еще третий, вот он, снизу стоит. Вот эти вот 3, сниму вот этот треугольничек, потом, значит, вот это я уже открутил, так, сорвал, получается. Сейчас мы его снимем. Вот, меточка как раз наша красавица стоит. Ну, что здесь не совпадает чуть-чуть. Вот она одна, вот она вторая. Ну, что снизу, что там. В принципе, нормально. Ветком выставлял. Все четко. Значит, что делаем? Откручиваем. Получается один болтик, который находится вот тут, вот прям посередине. Тоже звездочка. Откручиваем один. Внизу оно находится на защелках. Снимаем защелки. Снимаем вот эту вот часть. Получается. Потом еще я откручу вот этот вот датчик зажигания, по-моему. Откручу датчик зажигания. И потом будем снимать ремень ГРМ. Расскажу дальше. Снял, значит, я защиту. Что еще вроде все. Снял, значит, защиту и датчик снял. Тот, что стоял вот здесь вот. Этих самых. Теперь открутил еще, не открутил полностью, натяжитель ремня ГРМ. Вон он так выглядит. Вот он, получается, натяжитель. У меня новенький стоит. Только единственное, что какой-то там странная звездочка. Не знаю, нету такой звездочки. Это между 30 и 40. По-моему, 35 там какая-то должна быть. Значит, снимаем этот натяжитель. Вот он так выглядит.
Уграл я звездочку, короче. Ничего страшного. Так, натяжитель. Снимаем этот очень важный ремень ГРМ, как люди рассказывают. Нельзя его там не перегинать, короче. Нельзя с ним вообще ничего не делать. А когда он находится в работе, когда он в работе перегинается во все стороны каждую там миллисекунду с большими оборотами, значит это можно. Ну, не знаю, что они говорят. Говорят, что вот так типа гнуть его нельзя. Так еще как-то гнуть его нельзя. Не знаю, может я дебил так делаю только. Короче, никак нельзя. Святой ремень получается. Ну, хай так и будет. Так, откинем его в сторону. Смотрим дальше. Значит, дальше я буду снимать вот эту шестерню. Откручивать здесь. Значит, откручивал я их как получается. Вот там звездочка точнее есть. Вставлял ключ в звездочку, потом ключ сюда и откручивал. Так, что еще? Потом снизу защита снимается. Вот болтик один. Сейчас где-то были еще там. Один болтик, кстати, находится. Вот этот прогиб находится еще за этим прогибом один болтик. И вот эти ж один и второй с этой стороны находится. Вроде бы все. Сейчас снимаем вот это вот. Единственная очень большая проблема в этом моторе, вообще в этой машине точнее, из-за того, что тут так мало места и столько много всего, нельзя снять впускной коллектор. Если кому-то это удавалось, подскажите. Я тоже сниму, мне тоже будет интересно, как бы это сделать. Потому что без снятия впускного коллектора очень плохо потом поставить голову. И голову можно поставить только с уже стоящим впускным коллектором. Это очень плохо. Ладно, продолжим. И вот, забыл я добавить, что надо будет, когда снимаю защиту, снять еще вот это вот колесико, что стоит здесь вот. Оно тоже мешает защите сниматься. Так, значит, дальше будем откручивать, точнее снимать трубки. Две вакуумные трубки охлаждающей жидкости. Одна стоит сбоку. Вот я ее уже снял. Там вот она стоит. И вторая, значит, стоит вот здесь вот. Вон ее прекрасно видно. Стоит как раз посередине впускного коллектора. Там внизу к мотору подходит. Потом дальше снимаем крышечку. Откручиваем вот эти вот 10 болтов. Потом не забываем снять тросик газа. Там вот стоит. И что, и продолжим дальше. Значит, я снял клапанную крышку, получается. Так вот тут все выглядит. Снимаю с телефона, печально. Так, значит, что дальше? Открутить вот 4 болта на дроссельной заслонке, потому что внизу там вот 2 трубки стоят, их же не снимешь никак. Придется крутить дроссельную заслонку, и при снятии головы она будет оставаться здесь на месте, получается, вместе с вот этим вот патрубком. Что? И крутим вот эти вот 10 болтов тут вот по ряду и снимаем голову. Как-то так. Вроде ничего не забыли.
Да, и хотелось бы добавить по откручиванию болтов головы. Начнем откручивать с центра, с верхнего болта, с вот этого вот. Откручиваем не сразу, а примерно вставляем ключ, проворачиваем его на 45-90 градусов. Ну, чем меньше, тем лучше. Итак, начинаем. Вставляем первый, откручиваем примерно на 45-90 градусов. Потом второй, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Идем направо. Седьмой, восьмой. И 9, 10. И откручиваем их по 45 градусов, там 90 каждый, пока не начнут они полностью оттягиваться. То есть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Понемногу, сразу откручивать нельзя, потому что, насколько я узнал, что деформируется голова. Один откручиваешь, эти два, и вот эти там все остальные держат, короче, и оно... Получается, его как-то выгинает. Ну, так что берите на заметку. Так, вот мы сняли голову. Получилась у нас такая картина, что этот патрубок остался у нас на месте с дроссельной заслонкой. То потом будет намного лучше поставить обратно голову, когда уже будете ставить. У меня тут тоже такая картинка нарисовалась. Снял я, короче, в третьем поршне. Было плохое давление. Снял я поршень. Да, кстати, поддон снимается. Все болты, которые видно, их видно. Потом идут болты сбоку. 3 штуки. Вот первый. Блин, камера не фокусируется. Он закручивается с этой стороны. Второй закручивается с этой стороны. И третий, вот тут вот он, с этой стороны. Потом еще есть 2 болта скрытых. Короче, они в отверстиях должны самыми пластмассочками быть закрыты. Они идут аж прям возле. Вот он один. Такой вот маленький. И вот он второй. Ну, вот такие вот дела. Получается. Ну, а теперь, ребята, прикол. Не было у меня компрессии в 3-м цилиндре, и у меня шло масло, короче. Ну, был дым при больших оборотах, получается. Когда разгонял большие обороты, у меня начинал валить дымок. И снял же я поршень. Он был весь черный. Черный. Все вот белые, получается. Все белые, везде все сгорало нормально, масло никуда не попадало, а этот черный. И значит, думаешь, в чем же интересно ж такая проблема? И он там нагар, короче, сбоку такой хорошенький у меня был. И проблема оказалась очень интересная. Вот мои кольца. Я думаю, всем прекрасно видно кольца. Да? Я думаю, все заметили. Или все-таки сказать? Нету колец, ребята. Ребята, нету компрессионных колец. Как? Где они, блядь, делись? Нету, все, вот маслосъемные стоят, короче, компрессионных нету. Хотя компрессия была 4 на этом поршне. На вот этих первых 2 было по 16, на последнем было 12, он такой более-менее черненький. А на этом было 4. Как? Что? Где делись кольца? Не знаю, сейчас буду искать, короче. Так, пойдемте еще посмотрим на голову, может быть кому-то интересно. Кому не интересно, можете выключаться там. Короче, голова, это, если я не ошибаюсь, находится EGR. Самая невеселая херня, про которую очень много плохого говорят. По-моему, находится EGR. И вот как раз-то EGR у меня из-за того, что валило масло в выпускной коллектор, с помощью EGR, его, по-моему, если я не ошибаюсь, это вот здесь вот отверстие идет через всю голову, точнее.
на выпускной. И из выпускного его тянуло через EGR как-то во впускной коллектор и обратно загоняло. Из-за этого у меня было в дроссельной заслонке масло, получается. Вот эти вот самые невеселые трубочки, ребята, кто будет ставить, когда меняете прокладочку, то желательно вот эту вот вещь не ставьте сразу. Ставьте ее уже позже, потому что, блин, трубку натянуть потом, когда уже голова будет стоять, будет очень тяжело. Она вот так вот выглядит. Ставьте ее потом уже, когда поставили голову, ставьте вот эту, ее будет очень просто поставить. Обычным ключом, только потом будете закручивать. Но вот эту вот ставить, в принципе, не знаю, ставили сначала, когда была голова, стояла уже на месте 2 раза или 3, по-моему, уже ставили нормально. Так что у кого как. Ну, у кого получится, поставьте лучше, конечно же, сразу, а потом уже поставите голову. Ну, что еще? В принципе, все. Такая вот вещь у меня интересно получилась. Вот это вот у меня 3-й цилиндр получился. Ну, в принципе, они все один в один. 2-й он только немного какой-то он суховатый получился. А 3-й вот так вот. Клапана открыты, это потому что вал стал в таком положении. А так я уже грозился на прокладку, на трещину в голове, короче. Почему у меня валит масло, что за херня, блин. И, короче, не мог я въехать. Тут вот тоже, может, кому-то что-то будет интересно. Кстати, EGR можно, в принципе, снять и так. Снять вот эту часть, только придется заменить прокладку. Дроссельную заслонку снимаете, отдвигаете ее в сторону. Один болт EGR здесь, другой болт находится здесь. В принципе, до них можно подлезть. Там будет расстояние какое-то там так в эту сторону. Ну, так, в принципе, все. Вот наш родимый поддон. Вот эти 2 спрятанных болтика. Они идут вот здесь вот проходят в этих отверстиях с стороны коробки. Интересно, где делись мои колечки. Вроде все чистенько, нормальненько. Ладно.